Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня у нас финский калейдоскоп. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. На прошлой неделе в Хельсинки прошел саммит стран Балтийского региона, членов ЕС и НАТО. Президент Финляндии Александр Стуб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал принимали элиту региона от канцлера Германии Олафа Штольца до генсека НАТО Марка Рюте. Обсуждалась безопасность региона и Балтийского моря. Инцидент с танкером Игл-С, подозреваемым в намеренном повреждении подводного кабеля, показал уязвимость критически важной подводной инфраструктуры. На саммите в Хельсинки господин Рютте объявил о начале новой военной операции НАТО по усилению защиты критически важной инфраструктуры. Операция «Балтик Сентри» направлена на усиление военного присутствия НАТО в Балтийском море и повышение способности союзников реагировать на дестабилизирующие действия. В операции будет задействована самая разнообразная военная техника, в том числе фрегаты и морские патрульные самолеты. Генеральный секретарь НАТО также объявил о развертывании новых технологий. Будет использоваться в том числе небольшое количество морских беспилотных аппаратов. Американская газета Washington Post сообщила, что 3 случая повреждения подводных кабелей в Балтийском море, включая недавний инцидент перед Рождеством, были случайностью, ссылаясь на какие-то анонимные разведывательные источники. Руководитель финского центра гибридных угроз Юкка Саволайнен назвал эти утверждения абсурдными, заявив, что повреждение кабелей невозможно считать случайностью. Он также заявил, что текущие события явно соответствуют интересам России. На данный момент нет конкретных доказательств участия России в этих инцидентах, но навряд ли западные разведслужбы уже смогли бы подтвердить невиновность России. Следственные органы, в том числе криминальная полиция Финляндии, продолжают расследование инцидента. 97% граждан ЕС, живущих в городских районах, подвергаются воздействию загрязненного воздуха, превышающего рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно загрязнение воздуха в Европе приводит к преждевременной смерти более 300 тысяч человек. В 2023 году только в 7 странах мира зафиксированы безопасные уровни загрязнения воздуха, говорится в докладе швейцарской компании IQ Air, специализирующейся на технологиях контроля и качества воздуха. Из них 3 страны находятся в Европе и отвечают требованиям безопасного уровня содержания мелких твердых частиц 5 микрограммов на кубический метр воздуха или меньше. Это Исландия 4 микрограмма на кубический метр, Эстония 4,7 микрограмма на кубический метр и Финляндия 4,9 микрограмма на метр кубический. Еще 4 страны в мире дышат чистым воздухом. Это Австралия, Гренада, Исландия, Маврикий и Новая Зеландия. Испания в 2021 году приняла закон о климате, обязывающий каждый город с населением более 50 тысяч человек ввести зону с низким уровнем выбросов и, как всегда, проявила креативность, получив от ЕС 1,5 миллиарда евро субсидий. Большинство городов Испании все еще не выполнили требования, несмотря на угрозы отмены финансирования, а некоторые муниципалитеты открыто тормозят реализацию планов. Один из них даже дошел до демонтажа недавно уложенных велосипедных дорожек, чтобы расчистить дорогу автомобилям. Еврокомиссии пришлось начать предварительное расследование потенциального нецелевого использования средств. По данным исследования Фонда развития муниципального сектора Финляндии, подавляющее большинство финнов, 59%, полагает, что после мер по улучшению медицинских услуг, реформа СОТы, услуги в их муниципалитетах ухудшились.
3% считают, что медицинские услуги улучшились. Эти данные представлены в новом исследовании, проведенном Фондом развития муниципального сектора КАКС. Почти во всех демографических группах как минимум каждый второй считает, что медицинские услуги в их муниципалитете ухудшились. Люди среднего возраста и пожилые чаще других отмечают снижение доступности медицинских услуг. Особенно убеждены в этом работающие жители сельских муниципалитетов, а также жители Восточной и Северной Финляндии. Несмотря на то, что многие считают, что доступность как медицинских, так и социальных услуг ухудшилась после вступления в силу реформы в начале 2023 года, многие по-прежнему довольны текущим положением дел. 2 из 5 опрошенных очень или скорее довольны медицинскими услугами в своем муниципалитете. 1/3 респондентов скорее или полностью недовольны. Примерно 1/5 занимает нейтральную позицию. Недовольны, не недовольны. Пожилые граждане более удовлетворены медицинскими услугами. Среди тех, кто доволен доступностью медицинских услуг, выделяются люди в возрасте от 61 до 70 лет, а также пенсионеры, предприниматели и представители высшего руководства. Наиболее неудовлетворенные услугами проживают в сельских муниципалитетах. Кто из вас до сих пор получает бумажные письма из налоговой? У меня для вас плохая новость. Минфин готовит предложение о расширении электронной доставки налоговых документов. Планируется, что с 1 января 2026 года бумажная почта налогового ведомства будет заменена электронными документами через портал Омаверо. Налоговая служба давно призывает граждан отказаться от бумажной почты, но добровольно не все граждане согласились это сделать. Ежегодно на печать и рассылку бумажных налоговых справок тратится более 3 миллионов евро. Еще в 2022 году генеральный директор налоговой службы Марко Хейкура сетовал, что добровольный переход на виртуальное общение не получается, и выступил за принуждение. В правительственной программе премьер-министра Петери Орпо говорится о приоритете цифровых сервисов, но также подчеркивается необходимость альтернативы для тех, кто не в состоянии использовать цифровые каналы. Заглянем в Испанию. В мае 2023 года работница гостиницы на южном побережье Испании узнала о своем увольнении и в последний рабочий день решила подтравить туристов, чтобы нагадить хорошенечко работодателю. 2 гости отеля заметили, как работница выливала желтую жидкость на десерты и подняли шум. Позже выяснилось, что это был отбеливатель. Полиция установила, что мотивом стало увольнение. Контракт сотрудницы не продлили. Также ее подозревают в похожем инциденте за несколько дней до этого. Отбеливатель был добавлен в молоко, предназначенное для сотрудников. Теперь женщина, которой около 50 лет и ранее не имевшая судимостей, предстанет пред судом в Малаге. Ее обвиняют в преступлении против общественного здоровья. Прокурор требует 3 года тюрьмы. Официантка отрицает свою вину. Расследование продолжается. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!